Сегодня почитаю мужской текст. Вопрос. Расскажи, как вообще себя чувствуешь, как настроение? Наверное, у меня очень крепкая психика, и сказать, что я сейчас испытываю какие-то те же эмоции, которые в начале были, я не могу. Потому что, как и, наверное, все в человеческой жизни, ко всему привыкаешь. К осознанию того, где ты живешь, как ты живешь, и что твоя жизнь плавно катится под откос, наверное, вне зависимости от тебя. Вот, и как-то пытаюсь работать, много работать. И поэтому сейчас скорее, смотря за тем, что происходит, какие законы выдумываются и как люди реагируют, как говорят, это вызывает уже не как раньше гнев, там, я не знаю, желание разбить кому-то лицо или отчаяние. А сейчас это, наверное, уже сродни какой-то ироничной шутки, что ли. Как будто в каком-то ситкоме, и все вокруг конченые дебилы. И ты такой, блядь, ну что, реально вы еще и так можете? Наверное, не совсем этично это. Честно говоря, меня вряд ли заботит этот вопрос, ибо человек выживает как может, и если такое отношение к ситуации помогает, я скорее выбрал такой путь. Вопрос. Ты помнишь свое 24 февраля? Да. Были репетиции или нет? Нет, был спектакль. По-моему, мы играли жестокие игры. Много людей в театре, и как раз, приходят первые. То есть по Москве это было 4 ночи, да, а у нас получается день. Или какой-то другой спектакль мы играли. Вечером, короче говоря, это было. И такая информация. Сказать, что я охуел, спектакль доигрывать нужно было как-то, учитывая, что сразу в эту же секунду появились люди, которые говорят, да там только по военным объектам. И когда им говоришь, что вот у нас в городе военные объекты находятся прямо в городе, блядь, вот оно, буквально несколько кварталов и военный объект, блядь. Но сразу пришло какое-то понимание, что, блядь, люди совсем ничего не понимают. Но еще надежда не умерла, да? И, наверное, прострация. Но это, наверное, общие слова и общие эмоции здравомыслящих людей, когда ты думаешь, блядь, и что делать-то дальше? Как это делать? В общем, сразу, листать ленту, листать информацию, шок. После чего на следующий день у нас была репетиция моего спектакля, комедия такая про взаимоотношения полов, скажем так. И мы пришли на репетицию, и все сидим как идиоты, смотрим друг на друга, а это только начало репетиционного процесса, и ты понимаешь, что вроде не должен ничего отменять. Но как к этому приступить, как говорить сейчас вообще с людьми о том, там, я не знаю, о каком-то юморе, о иронии, о каких-то легких и непринужденных вещах, непонятно, конечно. Ну вот примерно так. И мы с другом, который тоже примерно такой же точки зрения придерживается, немного людей таких у нас. Вот у нас в разговоре возникла в первый же день мысль о том, что, блин, мы должны проиграть. И мы хором такие, мы, наверное, предатели Родины, если желаем такого нашей стране. Хотелось, конечно, чтобы все закончилось быстро, что тут говорить. Но самые сложные, наверное, пара недель, когда ты сначала разочаровываешься в людях, разочаровываешься вообще в мире, потом начинаешь ненавидеть. Первые попытки доказать кому-то что-то. Сейчас понятно, спустя 4 месяца понятно, что это практически нереально, и разговаривать с этими людьми нет смысла вообще. А тогда было жуткое желание донести до кого-то, как можно оправдывать хоть чем-то смерть людей? Там, даже если все, что говорят по каналам пропагандистским, даже если это правда, как может быть оправдание этому? Да все что угодно, все, что там говорили, не знаю, даже те самые светлые люди, там, верующие, которые крестятся и говорят о своей высокой моральности, говорят, все правильно. Блять, как правильно? Там же люди, блядь, как правильно? У нас в маленьком городе ни одного признака протеста не было. Ни одного. И все люди, которые выходили, и я тоже, да, когда посадили Навального, да, они были, и был маленький, но митинг. И опять же, вот к этому другу, который со мной, к нему, наверное, раз по 6, по 7 менты приходили в первый месяц вообще. Конечно, он сидел 2 суток, там потом штраф, и потом его предупреждали, что никаких митингов. Сразу после 24 числа запилились, естественно. И он еще так писал, что никто в дверь так не стучит, как менты у нас в стране. Как будто бы ты обязан открыть, как будто бы ты уже совершил какое-то, не знаю, насилие над судьей какой-нибудь, или там, самый злостный ты нарушитель.
Ну и, короче говоря, поэтому, естественно, никаких протестов не было. Все вначале вот эти черные квадратики поставили, а так как все-таки здесь еще было, ну, есть все еще есть что терять, как и каждому человеку, конечно. Хотя, естественно, понятно, что надо демонстрировать свою позицию, но демонстрация позиции закончится тем, что просто к тебе будут чаще приходить товарищи полицейские, и ты заплатишь тогда еще 15 тысяч, пока не засветила уголовка. Ну, а теперь все. Теперь только поехать куда-нибудь. Ну или ждать, пока солнцелики откинется. Хотя хер знает, поможет ли это. Самое обидное, конечно, ну, самые большие потери пока что для меня, как для человека, это потери людей, которые были рядом и с которыми теперь, даже если ты не порвал все связи, то общаться с ними теперь, ну, почти невозможно. Ну, то есть это либо абстрагироваться полностью от всего, что происходит, и говорить на какую-то заданную тему, либо вообще не говорить. Вопрос. Как изменился твой круг общения за это время? Ну, самое, наверное, приятное, что самый близкий круг общения оказался адекватным. И это радует. И все практически, с кем я дружу, общаюсь, встречаюсь, все придерживаются одной точки зрения. И вот, наверное, первое столкновение такое серьезное, это, естественно, работа. И самый прикол, это примерно все люди возраста 45-55 лет, такие гоблинские люди, такие, знаешь, как будто бы они по Пучковскому размышляют прям. Вроде бы учитель истории один из них, ну, артист и учитель истории. И знаешь, он всегда такой размышляет с точки зрения «я в истории разбираюсь». Нихуя, блядь, разбираюсь. Ну, в общем, не заметил он, конечно, как из учителя истории превратился в идиота. Ну, а в театре, да, там пара конфликтов, но так как там особо нет близких людей, с этим можно жить. Второе сложное столкновение случилось в клубе по интересам. Здесь я не раскрываю его по просьбе респондента. Вот к этому я, конечно, не был готов. И учитывая, что у одного из членов клуба сестра в Украине, она замужем за украинцем, когда я впервые пришел на собрание, я думаю, ну, блядь, ну он-то по-любому как бы сейчас выскажется. И я слышу, он начинает те же самые тезисы, типа, ну сколько можно, украинцы эти, хватит терпеть. Я говорю, слушай, ну, у тебя же сестра там, в конце концов. А она говорит, пишет мне какую-то херню. Потом начали мне доказывать, что вот, если твой сосед хотел нагадить тебе там под дверь, я говорю, подождите, но если мой сосед гадит мне под дверь, то это разговор с соседом, да? Это не выламывать соседу двери и как бы не трахать его жену, да? И не убивать его. Но опять же, есть закон, есть нормы международного права. И потом, естественно, возникла мысль выйти сначала из клуба, потому что я просто не могу. В итоге я где-то месяц-полтора не посещал собрания. Но сейчас как-то, я не знаю, там, случайно, не случайно, эта тема абсолютно ушла из нашей повестки, и сейчас такие более-менее организационные моменты. Но, честно говоря, ну вот, я мысль реально сформулировала для себя так, что я жду, когда наконец-то вот этот занавес упадет, ну, в смысле, вместе с режимом, естественно. Упадет культ личности, упадет тайна с каких-то вещей, которые не являются на самом деле тайной, но для этих людей, видимо, является. И я жду, что они, ну вот все, что мы переживали, вот это вот все время, вот те эмоции, когда ты понимаешь, что твоя страна делает, кто ты, что ты русский, что ты несешь ответственность за это, и что теперь с тобой будет в мире, как ты можешь воспринимать свою историю, как ее вообще можно любить после этого. Блядь, не знаю. Короче, такие вот вопросы. Я жду, что они столкнутся с этим. Что они наконец-то поймут, что произошло, и что они поймут, как их наебали. Чтобы они ходили там, я не знаю, с опущенными глазами в пол. Чтобы то, что они говорили, они вспоминали и сразу, я не знаю, там слезы наворачивались на глаза за то, что они так говорили и так думали. Я вот этого жду. И это, конечно, наверное, жестоко, но я хотел бы прям. Я пережил это, и они пусть переживают. Но потом. Еще, кстати, недавно я столкнулся уже с агрессией в мой адрес. Я иногда, дабы успокоиться, ну и так, отвлечься от работы, играю в игру, стрелялка там. Ну, там такая комиксовская стрелялка, королевская битва. Играю на сервере Амстердама. Ну, думаю, там голландцы, ну, нормально. А у меня ник вообще никак не выдает, что я русский. В итоге команда 3 человека, там вопрос. You are Russian? Я думаю, я не буду пиздеть.
Мне говорят good Russian, dead Russian. Я начал как-то вспоминать все свои навыки английского, чтобы сформулировать точку зрения. Я говорю, знаешь что, это нацизм. Не все в России поддерживают, что происходит. Он, да, типа, конечно, все вы так говорите. Но тут у меня уже особо не хватило больше словарного запаса. Я ему сказал, если бы ты знал, как жить в стране, где твои слова и свобода ничего не стоят, ты бы рассуждал чуть-чуть по-другому. На этом наш диалог закончился, но не ожидал я, что я в игре, тем более в такой достаточно... Ну, не знаю, там всегда было как-то спокойно и никакого негатива не было, а тут встретил впервые. Вот здесь, в своем маленьком городе, встретил голландцев, которые не любят русских. Вопрос. А как у вас в городе ситуация с призывниками, контрактниками? Многие ли поехали в Украину? Очень много. Не знаю точной цифры, но знакомые у меня есть из трех частей. И, конечно, одна ВДВшная, оттуда уехали все, абсолютно все. Там остались буквально из нескольких тысяч, ну, не знаю, короче, что-то там порядка 50 человек на всю часть огромную. И, как рассказывают, каждый день приезжают гробы. День через день. Если день без гробов, то хороший день. Также вот недавно встретил одногруппника, он тоже служит, он сказал, что у него контракт заканчивается через месяца два, и сказал, что он из своей роты один остался, все уехали. И срочников уже всех увезли. Ну, то есть такая информация, как бы, которую особо не скроешь. Но если вся часть уехала, срочники, не срочники, все уехали. И ну, как бы, приезжают гробы, похороны каждый день. Вот у нас фестиваль завтра один, и обычно на нем каждый год выступает там одна группа, они такие, каверы Ленинграда, ну такие, быдлячие, как обычно любит народ. Но и вот они отказались от выступления, говорят, у нас каждый день похороны, каждый день мы на проводах, поэтому выступать мы не можем. Так, а кто у меня третий? А, ну вот, тоже одному знакомому получилось у единственного из штаба закосить по болезни спины. И вот он уже как будто бы третий месяц лежит в больнице. Ну вот как-то получилось, а остальные все уехали. Также рассказывал, что когда только они приехали, из его части ребята ему пишут, мы только приехали сразу на передовую и, говорит, встретились с обстрелом своих же по своим. Ну и там несколько трупов. Говорит, когда выяснилось, полетели головы, вся херня, поэтому хрен его знает. Если серьезно, конечно, воспринимать, то как можно было довериться этим людям? Вы же служили кто-то по 10 лет, кто-то по 15 лет в этой армии. Ну вы знаете, какие долбоебы стоят у руля. Ну как можно доверить свою жизнь долбоебам? Вопрос. Ты рассматриваешь для себя варианты иммиграции? Я думаю, что рано или поздно, если начнется, а уже как бы началось, Гоголь-центр, там, да, и Рыжаков, современники, Рихлигаус, думаю, совсем-совсем как бы то дело, чем я занимаюсь, как бы когда совсем перестанет быть возможным что-то говорить, а в театре возникнет у кого-то желание навязать мне проведение какого-нибудь мероприятия или выступления под каким-то флагом неприятным, я думаю, что мне не позволит это сделать совесть. После чего, скорее всего, последует увольнение. А если у меня не будет театра, да, то останется только студия. Короче говоря, я думаю, когда еще сильнее закрутят гайки, и я не смогу работать, туда рассматриваю. Учитывая, что у моей партнерши сейчас сыну старшему 18, и уже несколько раз приходилось в военкомат с ним ездить, вот это еще один повод. Поэтому есть мысль. И, естественно, смотря за тем, какие законы придумываются, и что ты должен полностью заткнуться, молчать или только умирать по заданию, но опять же плюс мобилизация. Короче, естественно, я рассматриваю. Правда, еще нет понимания, куда и как, но, наверное, в первую попавшуюся страну. Вопрос. Есть ли у тебя сейчас какой-то образ будущего? Ты знаешь, я сейчас понимаю, что эта война является своего рода чертой между тем, что могла происходить постепенная стагнация, как и раньше все эти 22 года, да, и повсеместная стагнация, к которой, в принципе, со временем люди все привыкали и привыкали, не задумываясь о том, что можно было еще 10 лет назад, а сейчас нельзя. А сейчас, ну, так как выйти из нее победителем не получится, а проигравшим ты в любом случае полетишь куда-то в задницу. И поэтому есть надежда, что с окончанием войны случится и окончание правления Кощея Бессмертного нашего. И в принципе ничего такого сверхъестественного сделать-то и не нужно будет.
Отменить ограничения, дать волю бизнесу, создать работающие суды для начала и, естественно, расформировать всех ментов вместе с судьями сраными, ну и учителей половину. Ну а если будут суды, которые будут не подвластны руководству, когда можно будет посадить и президента, и министра, и кого угодно, то есть вероятность, что... то есть вероятность, что, может быть, что-то у нас получится. Ну и, конечно, рассчитывать на ближайшее будущее нельзя, потому что, опять же, это и репарации, и разрушенная экономика, и как бы полное отсутствие инвестиций еще в ближайшее какое-то время. Поэтому надеюсь только на проигрыш и на смену режима, потому что все-таки автократия – это автократия, она замешана на одном человеке, и я надеюсь на это, что власть в другие руки так быстро не соберешь. И такую же тупорылую поддержку, выстраиваемую 20-летие, тоже так быстро не сделаешь. Впрочем, есть пример, который опровергает мои надежды. Это вместо Фургала же посадили в Хабаровском крае Дегтярева, и я думаю, люди же такого дебила конченого, ну, никогда не могут принять. Ну, там, посмотреть просто, как он разговаривает, как он думает, я не знаю, что он делает, он же идиот вообще. И как раз там мой друг детства живет. Вот мы с ним встретились случайно, до войны все это было, и разговорились мы про то, что вот там как раз были выборы в Думу, и я там тоже открепительный брал, и вот спросил у него, что там, как там. А он, мы за Дегтярева. Говорит, Мишка, наш Мишка. Я думаю, так прошло всего там несколько месяцев, какой, блядь, Мишка? И вот опять же, вспоминая фильм «Не смотри наверх», время показало, что нет предела человеческой тупости. И мы все... Надежда есть, потому что есть люди, которые... Ну, есть и Яшин, есть тот же Навальный, есть Кац, который неплохой, на мой субъективный взгляд. Они есть. Но оно, конечно, так. Знаешь, опять же, как-то был недавно ролик про книжку, который написал чувак, который в концлагере был, он психолог. «Скажи жизни да». И так что-то... Ну, я понимаю, что человеческий организм и люди, которые из Мариуполя уехали, из-под обстрелов, блядь, они привыкли к бомбежкам и как-то смирились. Ну, не то чтобы смирились, они живут в бомбоубежище, они улыбаются, и жизнь все равно победит. Вот на что надежда. Жизнь победит. Потому что человек, он и в концлагере выживет, и под бомбежками. И надеюсь, что останется человеческое в людях после того, как вернутся эти ветераны со спецоперации. Уже тут несколько случаев было. Во Владивостоке ветеран, тут тоже что-то какой-то ветеран отбитый на голову, не знаю. То, что Таджикистан и Чечня и Афганистан, это все-таки было чуть-чуть менее масштабно, чем сейчас. И то, сколько моральных уродов вернется в страну, неизвестно. И это может быть еще одна причина уезжать. Не только закрученные гайки, отсутствие перспектив и работы, и желание работать в этой стране, но и, наверное, отсутствие безопасности с огромным количеством психопатов вокруг.